Привет, я программист в эмиграции и строю личную жизнь в очень сложных условиях. Попробовал много всякого, сходил на 1000 свиданий. И сейчас быстренько расскажу, какие есть способы знакомства и какой из них самый лучший. Поехали. Первое. Дейтинг-приложения. У меня есть отдельный выпуск про то, как они работают, как в них устроены алгоритмы, как правильно составлять анкету и так далее. Посмотрите вот здесь. Если кратко, способ рабочий, но придется платить деньги. Возможно, довольно много. Проблема таких приложений в том, что аудитория там очень разношерстная. И для того, чтобы найти себе кого-то подходящего, вам придется перебрать очень много иногда странных, иногда просто неадекватных вариантов. Но в целом, если вы хотите готовое решение под ключ, делайте себе анкету, покупайте подписку и вперед. Это работает из коробки. Второе. Random кофе. И про этот способ тоже у меня есть видео. Способ этот не рассчитан напрямую на поиск романтических отношений, но я слышал, что многие люди именно так его используют. Так или иначе, вы в любом случае познакомитесь с довольно интересными людьми, расширите свою сеть контактов, и само по себе это довольно неплохо. Как минимум у вас будет опыт довольно безопасный, как в безопасной среде знакомиться с новыми людьми, которые в принципе сами на это настроены. Очень кратко, как это работает. У вас есть приложение, которое подкидывает вам случайных людей, которые, вероятно, совпадают с вами по интересам, которые вы указали раньше при анкетировании. Вам присылают контакты друг друга, например, в Телеграме или еще где-то. Вы списываетесь, назначаете встречу и идете пить кофе. Ну, что-нибудь другое. В целом это хорошая штука. КПД у нее процентов 5-10. Тут не стоит много рассчитывать. Примерно 1 из 10 человек, с которыми вы встретились, будет плюс-минус подходить, для дружбы, например, или просто для какого-то совместного времяпровождения. В общем, для расширения нетворкинга и своего общего кругозора через других людей топ. Третье. Быстрые свидания. Еще один способ, про который у меня есть видео. Я много чего попробовал, действительно. Если кратко, это как Tinder, но в реальной жизни. Организатор мероприятия собирает вас в каком-то месте, например, ресторане. Как правило, девушки рассаживаются по столам, и мужчины по очереди подсаживаются к девушке. На разговор и знакомство у вас есть от 2 до 10 минут, как правило, 5. Около 5. И за это время вам нужно понять, нравится вам человек или нет. По прошествии этого времени звучит звоночек, и вы меняетесь, идете к следующей девушке, или, если вы девушка, к вам подходит следующий парень. Штука рабочая. КПД у нее, по моим ощущениям, процентов 5. И он сильно зависит от возрастной группы. Чем старше возрастная группа, тем люди более зажатые, закрытые. И несмотря на то, что они, очевидно, ищут отношения, эти отношения с ними построить сложнее. Это по моим наблюдениям, мне так показалось. Опять же, решение под ключ. Вы просто платите организатору мероприятия небольшую сумму и дальше вливаетесь в уже готовый алгоритм знакомства, построения отношений. Если вы никогда не пробовали, попробуйте. Опыт довольно интересный. Четвертое. Здесь начинается интересное. Социальные активности. Это всякие разные книжные клубы, музыкальные джемы и прочие мероприятия, которые вы можете найти в своем городе. Если вы живете в небольшом городе, то, скорее всего, такого рода мероприятия у вас проходят немного, тем не менее они есть. Как правило, они концентрируются возле домов культуры или каких-то других социальных государственных центров, в которых происходит общественная жизнь. Если вы живете в большом городе, вы можете просто зайти в поисковик и набрать что-то, что вашей душе угодно, что вам интересно. Музыка, книги, кино. И, скорее всего, вокруг какой-то из таких тем вы найдете какой-то клуб или сообщество людей, которые собираются и что-то делают вместе. Как правило, в такие сообщества можно заходить, знакомиться там с новыми людьми и при этом неплохо проводить время. Способ очень классный, но надо проявлять инициативу. Или просто очень долго и постоянно ходить на каждое мероприятие. Если вы не можете сразу прийти и со всеми познакомиться, то тогда просто можете ходить там месяц, 2, 3, и со временем так или иначе вас начнут узнавать. Вы тем или иным образом вольетесь в коллектив. У этого способа есть нюанс, если мы говорим про территорию бывшего Советского Союза. Потому что у нас ребята по умолчанию обычно зажаты довольно. И всех надо немножечко тормошить. То есть даже если вы пришли на книжный клуб, все, как правило, сидят как мышки, не знают, что сказать, очень боятся что-то из себя там выдавить. А для знакомства, конечно, нужно как-то открываться, проявляться, взаимодействовать. Поэтому тут, конечно, очень большая роль у ведущего такого мероприятия. Но если вы довольно экстравертного типа человек, то вы можете и сами проявлять инициативу. Это не возбраняется, а, как правило, приветствуется. Штука очень хорошая. Такой способ реально работает.
работает, потому что это для знакомства вообще более безопасная атмосфера, и у вас есть какая-то общая ценность, которая вас объединяет, почему вы здесь все сегодня собрались. По моему ощущению, если есть какая-то взаимная симпатия на подобном мероприятии, то КПД, процентов 15. То есть, если вы с кем-то уже заобщались, то вероятность, что из этого получатся какие-то отношения, не маленькая. 15% это довольно прилично. Пятое. Совместное действие офлайн. Это и работа, и волонтерство, и совместное обучение. Например, танцы, или там театральная студия. Очень важно, чтобы это был не формат лекции, где вы все пришли, сидите и слушаете кого-то, кто выступает, а чтобы вы могли взаимодействовать друг с другом. И в этом смысле совместное обучение просто идеальный вариант. Просто замечательно, если обучение происходит в игровой форме, как, например, в театральной студии. Там очень много тренингов, которые объединяют людей абсолютно разного возраста через игру. Это легко, приятно и довольно быстро сближает вас. Способ просто потрясающий. КПД процентов 20 в случае, если вы найдете симпатичного вам человека. Шестое. Социальные сети. Посты, рилсы. Я видел сейчас очень популярно в Threads. Девушки пишут: ищу мужа, рост такой-то, возраст такой-то. Не знаю, честно говоря, не уверен, насколько это все настоящие сообщения. У меня по большей части ощущение, что таким образом они просто привлекают внимание к себе, повышают охваты, чтобы им ставили лайки и так далее. В целом прикольно, но очень большая выборка. То есть это способ рабочий. Вы можете сделать рилс какой-то, да, или пост, он может там завируситься или через друзей зайти. Но даже если вам начнут писать люди, выборка очень большая. Вам придется столкнуться с тем, что в интернете много разных людей. И, конечно, через социальные сети вы получаете довольно искаженную картину социума и его потребностей. Девушки, если вам написывают очень странные мужики и скидывают дикпики, это еще не значит, что все такие. Поэтому можно пробовать, но осторожно. Некоторые каналы или блогеры проводят дейтинг у себя внутри. И вот это гораздо более рабочая история, потому что у вас есть общие ценности, у вас, скорее всего, схожий майндсет, образ мышления, и люди внутри таких каналов или блогов уже более расположены, к общению друг с другом. Ссылку на один такой телеграм-канал Кириллик я оставлю в описании. Может быть, вам пригодится. Они периодически раз в пару месяцев проводят дейтинг. Девушки публикуют свои анкеты, парни публикуют свои анкеты и говорят, что там образуется довольно много пар. И в целом люди просто знакомятся друг с другом. Не обязательно для романтики. Там довольно классные люди. Могу рекомендовать. 7. Сарафанное радио. Топ за свои деньги. Нихуя не стоит, кроме храбрости. Работает даже когда вы спите. Что я под этим понимаю? Вы просто всем своим знакомым или вообще случайным людям, которых вы встречаете, открыто и прямо говорите о том, что вы ищете себе пару. Или, может быть, друзей, или там девушку, или парня. И люди слышат это, понимают и рассказывают своим друзьям. Вот у меня есть знакомый, друг-подруга, который ищет себе там девушку. Вот он такой прикольный, интересный, блогингом занимается. Может быть, тебе было бы интересно. И таким образом, эта информация очень быстро распространяется. А все почему? А потому что, по моему опыту, людям очень нравится говорить про чужую личную жизнь. Вообще я слышал про то, что человеческий язык сам по себе появился ровно для этого — распространять сплетни. А вот там в каком-то соседнем племени этот замутил там вот с этой. Какой негодяй. Поэтому это ничего вам не стоит, никаких вложений. Просто открыто и четко заявляете во вселенную о том, что вы ищете себе пару. И это работает. 8. Реклама на телевизоре. Это бонусный способ, который я попробовал чисто случайно, потому что до этого я использовал способ номер 6. Я сделал себе рекламу через соцсети. В прямом смысле рекламу. Я сделал пару рилсов, которые хорошо смонтировал, где рассказал про себя, что я ищу девушку. Они завирусились. И завирусились настолько, что мне написали с сербского телевидения и позвали рассказать про это. Я не стал отказываться, потому что у меня никогда не было такого опыта. И пришел и рассказал. На всю Сербию. Очень переживал из-за языка. Да, рассказал на всю Сербию о том, что я ищу девушку. Советовать этот способ, как вы понимаете, не могу, потому что, не у всех такое получится, не всем такое зайдет. Светозар. Лучшие способы, по моему мнению, это совместное обучение. Во-первых, потому что вы чему-то учитесь, вы получаете с этого что-то полезное, а как максимум еще и приятное. И у этого способа высокий КПД за счет того, что у вас есть какие-то общие ценности, вы делаете что-то вместе. И еще один
очень хороший способ – это сарафанное радио. Просто потому, что оно не требует вложений и очень хорошо работает. Вот и все. Надеюсь, вам было полезно. Пробуйте, встречайтесь и желаю вам большой удачи на этом нелегком пути. Если вы не знаете, с чего начать, у меня есть ультимативный гайд для поиска отношений. Пошаговый. Там я разобрал, например, работу с негативными установками, что вам мешает строить отношения, выходить из зоны комфорта. Я и сам все это прошел на своем опыте, и поэтому там мы вместе с вами формируем позитивное мышление, которое позволяет вам быть более открытым и готовым к новым знакомствам. В конце я даю пошаговый план, идя по которому в вашей жизни начнут появляться новые классные люди, которых вы давно искали. А еще там я рассказываю, что получилось от моей рекламы на телевизоре. Результат был довольно неожиданным. Переходите по ссылке в описании. Я постарался, чтобы видео было максимально полезным и очень понятным. Всех обнял.